Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Сегодня мы поговорим о пятке бумеранг. Пятка бумеранг может быть как с клином подъема, так и без. В данном случае вот эти цветные носочки, на которые у меня на канале есть мастер-класс подробный, попетельный, можете посмотреть, перейти по ссылке в описании. Данные носочки у нас вывязаны без клиноподъема. Так, вот смотрите, у нас клиноподъема в них нет. Мы, когда вывязали манжет и паголенок, мы сразу вывязывали эту пяточку. Она идет по диагонали. То есть особенность этой пятки бумеранг в том заключается, что она вот именно в форме диагонали. Причем с двух, ну, естественно, с двух сторон. Так. И сегодня мы с вами рассмотрим, в чем сходство и в чем отличие этой пятки. На самом деле вывязывать ее не так уж и сложно. Если кто-то всегда вывязывал прямым классическим способом, так, вот как в данном случае носочки, вот эти детские, они у меня все вывязаны прямой пяточкой. Прямая пятка, вот видите, и здесь то же самое. То пятка бумеранг, то в принципе она тоже имеет, скажем, право на существование. Единственное, что я сразу могу сказать отличие, самое главное, если у нас пятка бумеранг без клиноподъема, она очень короткая. И за счет этого она, естественно, намного короче. Вот видите, вот какая высота такой, и высота, немножко эти носочки меньше, но все равно практически здесь только длина побольше, подлиннее. Вот, поэтому то, что у нас пятка бумеранг без клиноподъема короткая, это ее самый главный недостаток. Для того, чтобы этот недостаток, скажем, исправить, можно сделать клин подъема. Как он делается, я вам сейчас расскажу. Так вот, у нас схема, которую я решила, скажем так, схематично показать и рассказать. У нас пятка бумеранг без клиноподъема. Смотрите, она выполняется только сама пятка. Все. Вот эта вот пяточка, которая сразу выполняется после паголенка. Когда мы вывязали на нужную высоту манжет и паголенок. Сразу приступаем к вывязыванию этой пятки. Если у нас пятка бумеранг с клиноподъема, значит мы должны провязать вот какую-то высоту, количество рядов. Так, вы поделите напополам вязание. Так, у меня было 36, значит, по 18 петель я провяжу. И у меня, получается, нужно провязать было 6 рядов. Почему? Потому что всего 18 петель, а мы должны провязать третью часть от этих петель. Третью часть, именно количество петель на одной спице, то есть на половине этой. 18 разделение на 3 получилось 6 рядов прямыми поворотными рядами. И тогда уже приступаем к выполнению самой пятки. То есть вот как здесь. Мы делаем вот эти вот диагональные, скажем, дорожки. Их можно делать укороченными рядами на открытых петлях, можно и убавками. Это самый простой способ убавками. После этого вы будете набирать петли по боковым краям стенки. Точно так же, как и вывязывали, допустим, прямую классическую пятку. Набрали по боковым вот эти вот петельки. У меня их получилось 3. Почему? Потому что у меня было в высоту провязано 6 рядов. Значит, по бокам я набирала по 3 петли. Здесь и здесь. Так, после того, как были набраны эти петельки, естественно, мы идем по кругу. Так, и дальше делаем убавки. Раз мы 3 петли набирали, значит, мы должны их и убавить. И у нас сформировался вот такой небольшой клин подъема, который на самом деле, ну, скажем, мне очень нравится именно пятка бумеранг с клином подъема. Для взрослых носков она просто необходима, потому что если она будет просто без клина подъема, такая пятка будет очень стягивать. Пятка без клиноподъема лучше всего в детских носочках. И после того, как вы сделаете уже убавки, дальше вы будете вывязывать носок так, как вы хотите, какого размера. И закрываете мысок своим способом. Так, вот посмотрите, вот это вот отличие. То есть, если у нас без клиноподъема, это просто совсем никаких у нас дополнительных петель по бокам не будет. Никакого клиноподъема, естественно, нет. В завершение хочу сказать, что вот на эти носочки зеленые с пяткой бумеранг и у нас мысок улитка будет отдельное описание. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!